Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок на YouTube, Рутюб, Яндекс.Дзен, Одноклассники, Телеграм. Сегодня у нас вот такой интересный разбор узора. Сначала мне показалось, это больше на паучков похоже, а теперь мне кажется, что больше на цветочки. Меня попросили разобрать схему. Схема прилагается, достаточно простая и красиво получающаяся. Предлагаю посмотреть. Меня попросили разобрать вот такую схему. Схема очень интересная. Это может быть салфетка, это может быть шарфик, это может быть палантин. Но узор достаточно симпатичный, и я предлагаю его разобрать. Для начала набираем колечки, потому что это самый удобный способ набора. И очень удобно просчитать, сколько нужно. Раз, два, три, 4 набираем воздушные петли. И в первую петельку столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И в первую петельку столбик с одним накидом. Набираем таких колечек 16 штук. Я набрала не 16, а 11 на 2 узорчика. Чтобы показать, этого будет вполне достаточно. Теперь таким образом вяжем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И за столбик с одним накидом. Воздушная петля, и между столбиков, вот у нас прям видно петельку, столбик с одним накидом. Воздушная петля, в центр колечка за столбик, столбик с одним накидом. Нам нужно провязать вот такие вот окошечки. Вот такая у нас получается начальная цепочка. Поставила маркер, один узор разделяет и второй узор. И теперь еще один рядочек вяжем очень просто. 2 воздушные петли подъема, а не 3, так аккуратнее выглядит. А потом просто и в арочку столбик с накидом, и в столбик с накидом. Доходим до маркера, и здесь у нас такое дело. Столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом. То есть нам нужно разделить наше вязание. С одной стороны узор, клеточка, и с другой стороны узор. Довязываем просто столбики. GoPro стоп видео. GoPro стоп видео. Довязали нашу ленточку до конца, сделали 2 воздушные петли, 3, 4. Так, обманываю вас. 2 воздушные петли подъема. Первый квадратик мы провязываем столбик с накидом, столбик с накидом. Это такая будет кромочная у нас в самом начале, в самом конце. Потом воздушная петля, там где квадратик, вяжем квадратик. Теперь до маркера просто столбики с одним накидом. Арочку в квадратик и за столбик. Опять арочку и за столбик. Воздушная петля и столбик с накидом. А дальше опять вяжем просто столбики с одним накидом до самого конца. В конце у нас остаются 2 квадратика, мы их провязываем как в начале в самом. Воздушная петля, пустая клеточка и 3 столбика. Первый у нас уже есть, второй за центр и третий в третью воздушную петлю. То есть в самом начале, в самом конце мы сделаем такие кромочные. 2 воздушные петли подъема, поворачиваем в обратную сторону, 2 столбика с одним накидом, 1 и 2, квадратик филейный, вяжем воздушная петля, столбик с накидом. В самом начале, в самом конце и считаем. Наша задача провязать 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков, 3 воздушные петли, 1, 2, 3 пропускаем, 4 столбик, 3 воздушные петли, 6 столбиков. Такой простой узор первого ряда. Считаем столбики: 1, 2, 3, 4, 5,
6. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 3 столбика пропускаем. Раз, два, три. Раз, два, три. В четвертый столбик с одним накидом. 1, 2, 3 воздушные петли. Раз, два, три. Пропускаем. И 6 столбиков у нас должно быть до маркера. 2, 3, 4, 5 и 6. 6 воздушная петля и филейный квадратик. Вот раппорт нашего узорчика. Точно так же вяжем вторую часть. Провязали наши кромочные петельки. Вот наш узор. 3 столбика, филейная клеточка и меняем. Теперь наша задача провязать 1, 2, 3. 3 столбика с одним накидом, а не 6. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в центре столбик без накида за арочку, за столбик, столбик без накида. И опять за арочку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 3 столбика пропускаем, 3 вяжем. 1, 2, 3. Воздушная петля. У нас здесь с вами квадратик. И точно так же повторяем второй узор. Довязали второй рядочек нашего узора. Связали в самом конце, в самом начале петли, которые все время повторяются, и вяжем узор. 3 столбика с одним накидом остаются. 1, 2, 3. Теперь не 5 воздушных петель, а 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И те же 3 столбика без накида в центре остаются. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5, 6. И дальше вяжем те же 3 столбика. Филейный квадратик по центру между мотивами, между узорами. И повтор нашего паучка. И вяжем последний ряд нашего узора. Вот так все просто. 3 столбика, которые у нас есть. 1 провязываем, 2, 3. Теперь на воздушных петлях нам нужно провязать еще 3 столбика в петелечку. 1, 2 и 3. Три воздушные петли. 1, 2, 3. Как в первом ряду. То есть первый и последний ряд повторяется. И по центру столбик с одним накидом. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 столбика на цепочке. 1, 2, 3. И вот такой замечательный узор паучок мы с вами практически связали. Все очень просто, но согласитесь, этот узор, он очень красиво смотрится на любых изделиях, а уж шарфик, палантин, может быть скатерть даже, почему нет. Вот, пожалуйста, узор практически готов. Очень красиво смотрится. Воздушная петля. Вот. Довязываем вторую часть. По схеме это выглядит таким образом. Столбики, 3 воздушные петли, столбик с накидом в центре, 3 воздушные петли, 6 столбиков, разделяющий квадратик. Довязываем второй ряд, вернее последний ряд узора, и нам останется сделать только столбики с одним накидом. Вот такая красота получается. Я связала еще один раппорт узора, чтобы
более понятно, да, что между мотивчиками у нас идут филейные клеточки. Это тоже такая особая красота. Схема у нас очень хорошая, красивая. Я думаю, что по этой схеме можно связать. Узоров паучков очень много. Я их тоже время от времени вяжу. Они немножко отличаются. Но, в принципе, вязание всегда одинаков. И сегодня один из узоров мы с вами разобрали по просьбе моей подписчицы. Надеюсь, что видео будет полезным. Узор всегда смотрится даже, кстати, не как паучки, а как цветочки. Да? Такие мотивы интересные. Пишите в комментариях, чтобы вы связали таким узором. Понравился вам узор? И более видео мастер-класс был ли вам полезен? А также подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram и смотрим видео мастер-классы вместе со мной бесплатно. До новых встреч!